Вчера произошло что-то очень интересное. Компания Anthropic, стартап стоимостью миллиардов долларов, основанный на идее безопасности, выступает за закрытый исходный код, якобы ради блага человечества. Генеральный директор уже несколько лет предупреждает нас о том, что программисты будут заменены и уже через 6 месяцев. Компания случайно опубликовала весь исходный код Claude в 4 утра, фактически сделав Anthropic более открытой, чем OpenAI. Через несколько минут после утечки исследователь Чао Фан Ша нашел в пакете Claude NPM версия 2.1.8.8 лежит source map на 57 мегабайт. Этот файл, который используется только в разработке, содержит более 500 снор кода на TypeScript, и он мгновенно распространился по всему интернету. Видео быстро стало вирусным. Юридическая команда Anthropic, показав пример, оперативно подала заявление в соответствии с DMCA, но когда они проснулись, было уже поздно. Код был скопирован бесчисленное количество раз. Например, Fireship, эти молодые ребята тоже использовали его. Верховный суд, кстати, говорит, что это законно, особенно для такого известного журналиста, как я. В этом видео мы рассмотрим интересные открытия в коде Anthropic, о которых они не хотят, чтобы вы знали. Например, их методы для предотвращения обучения, скрытие функций и детектор на основе регулярных выражений. Сейчас 4 апреля 2026 года, и вы смотрите код report. К сожалению, мой адвокат сообщил, что демонстрация кода Anthropic на TypeScript нарушает условия моего условного срока, и я не хочу возвращаться в тюрьму. Но, к счастью, сообщество критиков исходного кода уже нашло решение. Ирония в том, что самый активный пользователь Claude использовал OpenAI Codex, чтобы переписать код Claude на TypeScript на Python. Это привело к новому, почти незаконному проекту под названием Claude, и он уже стал самым быстрорастущим репозиторием в истории, набрав более 50 звезд на GitHub. Но это еще не все. Кто-то взял этот скомпрометированный код и адаптировал его для работы с любой моделью, которую он называет OpenClaw. В итоге, такие проекты, как OpenCode, становятся совершенно ненужными. Кто-то даже пытался сделать запрос на включение этого кода, но, как вы понимаете, Anthropic просто удалил его. Но как вообще этот код попал в сеть? Ну, как я уже говорил, карта отладки случайно попала в релиз NPM, но это странно, ведь инструменты сборки обычно автоматически удаляют карты отладки. Claude построен на Bun.js, который, как вы помните, недавно был приобретен Anthropic. И, кстати, Anthropic открыл вопрос на GitHub Bun.js, который предоставляет карты отладки в продакшене около 3 недель назад. Было бы очень иронично, если бы самый быстрый JavaScript движок оказался и самым быстрым способом отправлять весь ваш код в интернет. Неясно, была ли это причина. Возможно, кто-то случайно это сделал, или, возможно, кто-то намеренно. Мы, возможно, никогда не узнаем правду, но теперь пришло время для интересного. Что мы узнали из этой утечки? Во-первых, мы выяснили, что Claude использует Axios. Если вы подписаны на мой канал, вы помните, что вчера хакеры из Северной Кореи взломали Axios. Эта уязвимость позволяет установить вредоносное PA, которое дает удаленный доступ к системе. Теоретически, если это произошло на серверах Anthropic, это могло привести к серьезным последствиям. Но мы также выяснили кое-что интересное. Код Claude — это, по сути, динамический запрос, написанный на TypeScript. В обычных AI-чат-ботах обычно есть скрытый системный запрос, который объединяется с вашим запросом. Но в Claude все гораздо сложнее. Здесь identity типов от входных данных до результата. Но самое интересное в этом коде — огромное количество жестко закодированных инструкций и ограничений. Они буквально говорят: Claude, не делай ничего странного. Если этот код попадет в чужие руки, он мгновенно превратится из черного ящика в подробную инструкцию для конкурентов Claude. Кроме того, Claude активно пытался помешать конкурентам копировать свой код, внедряя таблетки от утечки. Он создает иллюзию существования определенных инструментов, хотя на самом деле их не существует. Это не работает вообще. Возможно, вы просто не понимаете, как это должно работать. Это значит, что если вы, например, китайский разработчик, пытаетесь обучить новую модель на основе результатов Claude, она будет говорить о несуществующих инструментах, указывать модели не туда, куда нужно, и в итоге она будет работать плохо. На самом деле, Claude использует около 25 различных инструментов. Этот файл содержит более 1000 строк кода, который помогает большой языковой модели надежно парсить и выполнять команды bash. Это, возможно, самый важный функционал в AI-ассистенте для программирования. Следующий важный момент — это режим под прикрытием
Первое. Это набор инструкций, которые говорят, Claude никогда не упоминает себя в сообщениях коммитов или в выходных данных. Основная цель – сделать выходные данные максимально похожими на человеческие. Заявленная цель – предотвратить утечку информации о названии моделей. Но многие предполагают, что истинная цель более коварная. Например, чтобы тайно использовать Claude в open-source проектах, чтобы код, написанный AI, не подвергался критике, когда он начинает давать сбой. Это очень циничная идея, но, как обычно, есть небольшая сложность. В коде есть детектор разочарования от regex. Ваша передовая AI-модель использует простые регулярные выражения. Она ищет ключевые слова, например, мячи, чтобы понять, испытываете ли вы трудности при написании кода с помощью Claude. Если она находит совпадение, она просто записывает это. Мы не видим здесь суперинтеллект. Скорее, это базовые программистские концепции, которые существуют уже 50 лет, объединенные с кучей спагетти и запросов. Это просто иллюзия. К тому же в коде очень много комментариев, гораздо больше, чем обычно можно встретить в коде, написанном человеком. Это говорит о том, что эти комментарии не предназначены для людей, а для того, чтобы AI сам писал свои инструменты для кодирования в бесконечном цикле. Возможно, самая большая проблема для Anthropic — это не сам код, а название функции и дорожная карта, спрятанные в коде. Например, есть скрытая функция под названием Buddy. Это, похоже, новый компаньон в стиле Tamagotchi, который каждый разработчик может настроить и заботиться о ней. Также упоминается Opus 47 и новая модель Capiara. Также есть Ultra Plan, Coordinator Mode и Daemon Mode. Но самое интересное — это Keyuse. В переводе с греческого это означает «точный момент времени» или «время Бога». Мне не хочется быть слишком настойчивым, но немного иронично, что Anthropic не смогла представить Keyuse вовремя, а Бог сам выбрал подходящий момент. Кажется, что это какая-то фоновая программа, которая ведет ежедневный журнал. Она использует Dream Mode для консолидации воспоминаний и выполняет задачи для вас в определенное время. В целом, эта утечка — серьезный удар по Anthropic. Они планируют провести IPO в конце этого года и выпустить свои разработки широкой публике. И это еще одно напоминание о том, что ваше самое секретное приложение может оказаться в открытом доступе через... Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если нравятся переводы, пишите, буду делать еще.